Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы ознакомимся с интервью немецкого аса Люфтваффе. Это Хуго Брох. Он одержал 81 победу в 324 миссиях. Все на Восточном фронте. Он является кавалером рыцарского креста Железного креста. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Почему вы стали пилотом? Это стремление человека к свободе. Летать. Когда я был ребенком, это была только детская мечта. Когда мне было примерно 10 лет, у меня появилась мечта стать летчиком. Но мой отец сказал мне, что я им никогда не стану. И это как раз подвигло меня на то, чтобы стать летчиком. Я учился в народной школе. В гимназии я не учился. Но при этом в организации Гитлер-Югент я учился летать на учебном планере, модели 38. Он летал невысоко, на 20-30 метров, и его надо было заводить на резинках. Для этого работали две партии по 6 человек с обоих сторон. Было здорово. Моей целью было летать. Это же все парни хотят. А девчонки хотят играть в теннис. В Советском Союзе тогда летчики были героями. А в Германии? Да, если ты себя уже проявил, то в публичной сфере тебя ценили. В Гитлер-Югенде вы летали только на планерах? Там были самолеты с мотором? Нет, были только планеры для начинающих, чтобы просто почувствовать чувство полета. Позже, после войны, я сделал себе лицензию частного пилота, а тогда, в 1939 году, я принял окончательное решение стать летчиком. В 1940 году меня призвали, и я стал учиться в летной школе. Была медицинская комиссия? Да, нас выбирали. Все должно было быть безупречно. У меня при этом не было проблем. Я думаю, что это во всем мире так. И в России тоже. Я получал основательную летную подготовку с 1940 года до января 1943 года. И тогда попал на фронт. Позже такого больше не было. Пилоты, которые учились позже, их торопили. Они везде были нужны. Я вовремя начал учиться. Не прогадал. Какие самолеты у вас были сначала? Спортивные самолеты. Юнгман и Фокке-Вульф, Штиглиц и Юнгмастер. Еще какие-то. Я летал примерно на 25 типах самолетов. 25 разных типов. Только в летной школе. Были и двухмоторные. Когда вы начали летать на Мессершмитт 109Т? В 1941 году. Точнее, в конце 1941 года. Когда вы закончили обучение, сколько часов полета у вас было на Мессершмитте? Моей летной книжки у меня больше нет, но у меня было хорошее, длинное обучение. Всего у меня было примерно 180 летных часов. Это были полеты на пилотаж или были учебные бои? Это были учебные полеты, которые были необходимы для дальнейшего применения. На каждом типе самолетов были сначала одиночные полеты, потом были полеты на местности, по треугольнику 100 километров, для ориентации. Но до того момента, как я попал на фронт, воздушным боям нас не учили. Был больше пилотаж. Это было единственное, чем нам надо было овладеть, и я получал от этого удовольствие. Воздушную стрельбу преподавали? Да, был большой полигон для воздушной стрельбы. Стреляли по воздушным целям и по четырехмоторным самолетам, которые стояли на земле. Они были подняты на высоту примерно 2 или 3 метра. А собственно воздушную стрельбу я осваивал позже, уже во Франции. Там были В-34, машины Юнкерса. К ним на километровом шнуре привязывали мешок. Но это были не настоящие выстрелы. Там была автоматическая камера. Фотопушка. В январе 1943 года вы попали на фронт. И какое у вас было первое впечатление от боев? Сначала у меня было впечатление от местности. Это была зима, русская зима, которая произвела на меня большое впечатление. Ориентироваться было очень нелегко, потому что везде лежал снег. Очень часто летчики просто терялись и погибали напрасно. Вы использовали железные дороги для ориентации? Да, в числе прочего, железные дороги и реки, которые зимой тоже были замерзшие. Деревни сверху выглядели интересно. Как вы находили свой аэродром? С трудом, потому что все наши аэродромы были замаскированы. Но русские там раньше были, и они знали свои места.
В Старой Руси, например, да и везде, они все знали. Бывало, что они обстреливали наши аэродромы минами. Сколько километров был аэродром от линии фронта? 25-30 километров, может даже 15-20. Когда вы прибыли в вашу эскадрилью, вас сначала чему-то учили? Нет, сначала нам говорили. Но если вы хотите стать пилотами... А я думал, ну погодите, сначала нам надо было медленно привыкнуть. Но учебы было немного. Когда возникала потребность, нас просто брали с собой. При встрече с врагом мы должны были быть рядом. Вы начали летать с Хорст Адамайт и Хейнриком Штере? Да, да, с ними. Сейчас они уже все мертвы. Мне самому уже 91 год. Это заставляет задуматься. Мы друг друга хорошо знали. Командирам пар, звеньев и эскадрильи надо было подчиняться. Это армия. Это везде так. Это были больше дружеские отношения или командир-подчиненный? Про Люфтваффе всегда говорили, что это частный клуб. Когда вместе собирается какое-то количество интеллигентных людей, жизнь становится другой. Мы играли в карты, в двойную голову и так далее. Капитан эскадрильи попал в русский лагерь. Мой командир звена Майхон 7 лет пробыл в русских лагерях. Он вернулся с канала, то есть с боев против англичан над Ла-Маншем, и сказал, что в России жить проще. И русские его не сбили, но он плохо ориентировался на местности, ошибся, и у него отказал мотор. И он сел на вынужденную посадку в 2 километрах за линией фронта. С ним, к сожалению, плохо обращались. Говорят, его в Москве выставили в витрину без штанов. Я точно не знаю, правда ли это, но с ним точно обращались нехорошо. Это все политики, жестокость политики. Летчики и политики – это совсем разные люди. Можете рассказать ваш обычный день? Во сколько вы вставали? Бывало по-разному. Зимой, конечно, вставали позже. У нас была возможность выспаться, хорошо позавтракать. Проблемы были у технического персонала. Они должны были вставать на 2 часа раньше. У них были прогревающие устройства для моторов, как у русских. Когда становилось светло, мы вставали, завтракали. Потом нас распределяли на аэродром или еще куда-нибудь. На аэродроме мы были в бараках и играли в карты, в скарт или в двойную голову. До того момента, когда звучала тревога, сигнал идти в бой. У нас был один технический офицер, который летал, но не на линию фронта, а в тылу. А к нам регулярно прилетал П-2 для разведки. И вот этот технический офицер мечтал его сбить, но все время опаздывал. Он слишком поздно взлетал, а подлетать близко к фронту он не хотел. Поэтому П-2 всегда уходил. Мы над ним всегда немножко издевались, смеялись. Если тревоги не было, как долго вы оставались в готовности? По-разному, но обычно 50 минут или 1 час. Сколько вылетов было обычно в день? Иногда 3, больше у меня не было. Потом опять был отдых. Могло случиться, что что-то происходило, и если обстановка была тяжелой, тогда надо было опять летать, в зависимости от потребности. У некоторых было больше, чем 3 вылета. Как вы чувствовали себя после 3 вылетов? 3 вылета – это было очень тяжело. После этого надо было отдыхать. Я не пил алкоголь, только кофе. Кофе у нас на фронте всегда был. Я пришел в 1943 году, и кофе у нас был от французов или англичан, французский марокканский. Хотя вообще, как и везде, пилоты праздновали. Один раз был праздник, и мне надо было пить водку. Это было в русской избе, там был глиняный пол. Я смотрел, чтобы этого никто не заметил, и выливал водку на пол. Если бы они заметили, что я это делаю, мне надо было бы выпить 3 штрафных. Вы вообще не пили? Пил, но надо же и головой думать. С техническим персоналом какие были отношения? Начальник-подчиненный или дружеские? Нет, в эскадрилье, как на войне, все по-дружески, но не слишком дружески. Была дистанция, по-военному. Кормили хорошо? Да, еда была хорошая. На этом сегодня все. Конец первой части. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока.
До новых встреч!